Надеюсь, все подписались на мой канал, и мы начинаем наше первое видео, которое относится к профессиям. Многие думают, что их профессии, скорее всего, не умрут с искусственным интеллектом, такие как водители, возможно, садовники. Но вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, мы их заменим в первую очередь, потому что эти профессии, как правило, имеют какой-то автоматический процесс, когда вы должны повторять что-то очень часто и в течение одного дня. Вот именно эти профессии заменяются очень легко. И уже сегодня, вы знаете, трактора ездят без водителей. Совсем скоро такие профессии будут абсолютно невостребованы, и цена им будет ровно 1 цент. Если вы хотите стать не обычным сотрудником, а оператором целой сети водителей, либо целой сети какой-то сельскохозяйственной системы, то вы должны подписаться на наш канал, следить за тем, как мы развиваем те или иные профессии, где вы должны улучшать свои навыки и знания. Но если вы хотите потерять свою работу, то, скорее всего, вам нужно смотреть другой канал и других спикеров. Друзья, вы должны подписаться на наш канал, потому что сейчас пойдет именно тема, которая затронет именно всех. Потеря работы, профессии, которые будут заменять искусственный интеллект. Самое страшное в том, что любая профессия заменяется искусственным интеллектом. Если вы думаете, что у вас есть там 5-10 лет, то вы глубоко ошибаетесь. Те профессии, как водитель, да, если вы работаете в какой-то сельской местности, либо вы думаете, что ваша профессия, скорее всего, не является одна из тех, где могут ее заменить роботы, то вы ошибаетесь. Самые простые профессии, которые заменяются, те, которые вы выполняете каждый день. Ежедневный труд, который схематический, который повторяется ежедневно, ежесекундно, ежечасно. Вот эти именно профессии заменить легче всего. Те профессии, где нужно творчество, где нужна музыка, особый подход, их достаточно тяжело заменить. И, скорее всего, они будут заменены через лет 5, 6, 10, 12. Мы еще пока не знаем, но процесс уже пошел. Поэтому на нашем канале мы будем рассказывать о разных профессиях, как модернизировать свои профессии, как не остаться без работы. Расскажите о нашем канале вашим друзьям и знакомым, но самое главное, подпишитесь сами и следите за последними новостями. Если вы не хотите потерять свою работу, то вы должны подписаться на наш канал. Самое страшное что крупные компании, такие как Google и Microsoft, потерпят крах первыми. Даже они, если будут разрабатывать искусственный интеллект, потому что крупным компаниям очень тяжело адаптироваться под искусственный интеллект. И работает хорошо там, где есть узкие места, где легко очень заменить какие-то определенные процессы. Там, где есть огромная компания, огромная корпорация, допустим, завод, им гораздо тяжелее адаптироваться, но тем самым они будут терять прибыль по сравнению с другими компаниями. Уже сейчас маленькие стартапы очень легко заменяют крупные корпорации во многих информационных бизнесах. Поэтому, если вы работаете на какого-то большого крупного гиганта, и вы думаете, что, скорее всего, ваша работа не имеет, скажем так, близкой перспективы ее потери, то вы глубоко ошибаетесь. Именно там и будут происходить самые важные изменения, такие, которые повлекут за собой огромные увольнения. Как вы уже знаете, в прошлом году компания Google, Microsoft уволила огромное количество сотрудников, и их не планируют нанимать обратно. Подписывайтесь на наш канал, и дальше мы будем рассказывать вам о каждой профессии, как ее можно улучшить. А возможно, вы найдете себе новую профессию. Вот я лично ругаю тех людей, которые абсолютно не развиваются в своей профессии, потому что каждый год выходит что-то новое, особенно в области информационных технологий. Врачи каждый раз должны изучать новые методы лечения людей, и это будет теперь касаться каждой сферы. Вы только подумайте о том, где могут применяться технологии искусственного интеллекта, как они могут улучшить ваш процесс. И, скорее всего, если вы будете применять его уже сегодня, вы посоветуете своему начальству их уже использовать сейчас. Скорее всего, вы замените огромное количество людей, если вы начнете использовать искусственный интеллект. Ваше благосостояние вырастет, и, скорее всего, вы обретете какую-то финансовую независимость. И в скором времени, я думаю, вы откроете свою компанию. Незамедлительно начинайте использовать технологии искусственного интеллекта в своей работе. Каждый день думайте о том, где вы можете их применять. Изучайте искусственный интеллект вместе с нами. Моя самая главная миссия — научить вас, как выжить в эпоху искусственного интеллекта, как найти себя. Не потому, что мне хочется сделать вам что-то очень хорошее. Я считаю, что этот прогресс поможет всем, в том числе и мне, и вашим детям, людям, которые окружают вас рядом. Самое сложное сейчас приходится тем людям, которые находятся в университетах. Я помню свои времена, когда я учился программированию, либо бизнесу. Придя на работу, совершенно все было иначе, потому что тому, чему обучали в университетах, это был вчерашний день. Представьте, в какой ситуации сейчас находятся студенты. Мне их очень жалко, потому что тому, чему их сейчас обучают сегодня, завтра уже будет не котироваться. Наверняка есть те профессии, где это еще востребовано, но в большинстве своих сфер я получаю именно этот запрос. Что делать студентам? На какой курс мне пойти? Какое образование получить? Вот эти все вопросы мы будем рассматривать в нашем канале. У нас будет огромное количество интервью с преподавателями, с профессорами. Мы будем разбирать каждый отдельный кейс, и вы найдете свою нишу.
Самая главная тема, которую я хочу поднять, это тема одночеловечных компаний. Один человек может руководить огромным процессом, возможно, даже заводом или огромной корпорацией в скором времени. У меня лично более 10 000 разных агентов, которые работают на сегодняшний день. Я собираю с них информацию, они являются научными экспертами и выдают мне самую последнюю аналитику, которая мне нужна. Скорее всего, в ваших профессиях это уже тоже доступно и возможно. Но что я хочу сказать, где-то через 5 лет мне таких агентов понадобится только 5, потому что системы, скорее всего, будут умнее и становиться лучше. Я считаю, что, скорее всего, нужно уже сейчас прибегать к системе искусственного интеллекта и смотреть, как вы можете улучшить свой рабочий процесс. Поэтому подписывайтесь на наш канал, я буду рассказывать о своих лайфхаках, где я применяю искусственный интеллект. И самое главное, скорее всего, он понадобится вам и в вашей работе. Я постараюсь сделать ролики под определенный контент, который вам интересен, под вашу определенную профессию. Поэтому пишите о них в комментариях. Что, прощайте, большие компании, и привет миру микробизнеса. Я считаю, что в данный момент мы переходим в новую сферу бизнес-ориентированного рынка. Что я имею под этим в виду? Самое главное, что каждый клиент, он сейчас имеет абсолютно уникальную, скажем так, корзину покупательскую, и любые сервисы нацелены на то, чтобы туда в нее попасть. Так вот, с выходом искусственного интеллекта мы сможем еще лучше персонализировать рынок этого клиента. Таким образом, крупным компаниям будет очень тяжело туда попасть, потому что выбирать тот же самый вкусный пирожок им будет очень тяжело. Конечно же, там будет важный фактор, как цена, но и цена на данный момент при использовании искусственного интеллекта может снизиться в разы, в десятки даже раз, и сервисы станут доступными. Поэтому, если вы действительно человек бизнеса и вы хотите делать свой бизнес или вы планируете сделать свой бизнес, вам этот канал тоже пригодится, потому что здесь мы будем разбирать и бизнес-кейсы, там, где искусственный интеллект стал необходим и создал огромную прибыль. Моя любимая тема — это разговоры про искусственный интеллект. Это апокалипсис или все-таки ренессанс, в частности, про рабочие места. В ближайшее время действительно мы потеряем огромную сферу, возможно, даже несколько сфер в рабочих местах. Это касательно всех абсолютно профессий, связанных с офисными работниками, потому что там искусственный интеллект уже заменил практически всех. Но нужно понимать, что, скорее всего, будут созданы новые профессии, и эти новые профессии, скорее всего, будут дорогостоящими. Да, на них придется учиться, да, скорее всего, там нужно будет и получать какое-то высшее образование, в том числе и с помощью искусственного интеллекта. Скорее всего, это будет доступно всем, но нужно самое главное осознавать, что эти рабочие места останутся неотъемлемой частью нашего будущего, потому что мы переходим в другую, совершенно иную систему цифрового обеспечения. Что я имею в виду под цифровым обеспечением? Это самое главное, что теперь любой бизнес начинается с цифры. Не с продукта, не с физического продукта. Мы сначала думаем, как создать цифровой фон, как создать рекламу, как выйти и продать его в интернете, а это все цифра. Поэтому вы должны точно понимать, как использовать искусственный интеллект в ваших благих целях. В частности, для создания собственного бизнеса, вашей собственной профессии, которая, по крайней мере, на сегодняшний день еще не существует. Но уже завтра она будет востребована. Вот я лично рад, что искусственный интеллект заменит огромное количество профессий. Но самое главное, он не заменит, он создаст новые профессии, он модернизирует то, что сейчас существует. Вот представьте профессию врача. Он может обслужить какое-то количество пациентов в день. С помощью искусственного интеллекта он сможет это сделать в десятки раз больше. Возможно, он сможет обслуживать десятки тысяч пациентов ежедневно. Нам всем нужна медицинская помощь. В том числе это касательно еды. Мы каждый день кушаем какую-то еду. Кто будет проверять качество этой еды, как не искусственный интеллект? Вы же все хотите быть здоровыми и счастливыми, а самое главное — молодыми. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект, который применяется уже сегодня, сделает нашу жизнь только лучше, и мы получим от него самое лучшее, а это качество жизни, долгие годы здоровья и самое основное — счастливые семьи. Далеко не секрет, что мы переходим в рынок гиперперсонализации. Массовый рынок уже переходит на второй план. Я вот скажу вам такую историю, что если вы покупаете какой-то препарат в аптеке, скорее всего, он хорошо подходит массам. Но если бы препарат был бы уникальный, он, скорее всего, подходил бы вам намного лучше. Это касательно любого продукта, любого сервиса, который сейчас существует в мире. Искусственный интеллект поможет вам это сделать. И я думаю, что он улучшит вашу жизнь кардинально. Вы будете более счастливее, более здоровее. Но я думаю, что когда мы говорим об искусственном интеллекте на сегодняшний день, и мы говорим о профессиях, подумайте, как вы можете сделать жизнь другого человека лучше, когда вы будете использовать искусственный интеллект на своей работе. Это касательно абсолютно всех профессий. И я помогу вам это сделать в скором времени. А теперь самое главное, я хочу вас предостеречь. Если вы не будете использовать искусственный интеллект, вы точно потеряете свою работу. Я хочу, чтобы вы прямо сегодня начали создавать свою новую уникальную профессию, свою микрокомпанию и начали зарабатывать.
потому что это будет важно в будущем. Очень будет сложно перестроиться в мире конкуренции, если вы начнете это делать через 3-5 лет, когда уже будет абсолютно невозможно так быстро перестроиться и выучить новые какие-то реалии, потому что искусственный интеллект, он сложен, нужно потратить какое-то определенное время на это, его нужно изучить, его нужно научиться применять. Подписывайтесь на наш канал, и мы поможем вам это сделать намного проще и легче.